Всем привет! В каждом доме наверняка имеется пара джинсов, которые просто надоели или вышли из моды. Сегодня мы найдем им применение, сшив оригинальную сумку-трансформер для шопинга. Для работы нам потребуется 2 пары старых джинсов, 2 разъемные молнии с двухсторонним бегунком 90 см каждая, полметра флизофлекса и 1 метр флизелина. Итак, приступим. Для начала сделаем выкройку из флизофлекса. Флизофлекс – это та же самая клеющая паутинка, только на бумаге большого размера. Его легко найти в магазинах со швейной фурнитурой. Начинаем делать выкройку с центральной части сумки. Отмеряем отрезок 20 см, вниз 40 см. Получаем такой прямоугольник, который нужно замкнуть. Рядом строим точно такой же прямоугольник, который будет второй центральной частью сумки. С другой стороны то же самое. Замыкаем. Это у нас будет центральная часть. И это будет центральная часть. Продвигаемся по выкройке дальше. Сейчас мы будем строить боковины. То же самое 20 сантиметров. Вниз та же линия 40 сантиметров. Давайте здесь сделаем вот так 20. Проведем. Тот же самый прямоугольник. Сейчас мы его замкнем. Теперь давайте еще на 5 сантиметров спустимся вниз. Вот таким образом. С другой стороны тоже опускаемся на 5 сантиметров. Соединяем вот эти 2 линии. Так. Теперь по новой линии 5 сантиметров откладываем. И здесь откладываем 5 сантиметров. И такие перпендикуляр делаем. Вот таким образом. Перпендикуляры готовы. Это такое начало дна нашей сумки. То есть вот эти вот квадратики нам нужно потом будет убрать. Делаем точно такой же прямоугольник, еще один. Отметим пока для себя, что это боковина. Так, здесь мы делали 20 сантиметров, здесь 40. Здесь мы делали 5, здесь 5. Ну и то же самое с другой стороны. Продолжаем. 20 сантиметров. Вот так я чуть-чуть продвинусь. Так. Здесь то же самое продолжаю. Это те же мои 40 сантиметров. Замыкаю. Здесь, значит, 5 сантиметров. Ну и вот так теперь сделаю, по-другому, в обратном порядке. Так. Здесь 5. И здесь 5. И вот так вот я замкнула. Продвигаемся дальше. Теперь само дно. Опять. Сюда мы идем на 20 сантиметров. И 10 сантиметров вниз. Ну и здесь то же самое. Так. Замыкаем. Получаем деталь дна. Давайте напишем дно. Так, а здесь у нас что было? Здесь у нас была боковина. Так, значит, мы будем все это вот так срезать, разрезать, вот эти детальки, припуски. На нашем флизофлексе нам вообще не нужны. Флизофлекс у нас будет такой выполнять роль склеивания наших деталей джинсовой ткани. Очень удобно работать. То есть вот так мы режем, где у нас ножницы еще нарисовать можно. Вот так. Вот это мы все сказали, что мы удалим. Вот тут и вот так. Ну и то же самое вот здесь. Вот так вот. Мне нравится ножницы рисовать. Теперь нам нужно сделать ручки. Ручки 3 сантиметра в ширину и 60 сантиметров в длину. У нас 2 ручки. Значит, 2 таких деталечки нам нужно сделать. Так, 40. И вот сюда еще 20. Продолжаем линию.
Здесь, значит, у нас будет 3 сантиметра. Ну, сюда сразу на 6 продвинемся. Две же детальки у нас будут. 3 и 3. Вот. Почти сделали. Так, а здесь я не отметила. 3 сантиметра делаю здесь. Ну, вот они у нас уже готовы, ручки. Ручка 1 и ручка 2. Теперь все это можно вырезать. И уже потом вот эту выкройку, это у нас такая выкройка интересная, можно будет переносить на детали флизелина и на джинсовую ткань. Но сначала мы перенесем на джинсовую ткань и зададим уже там припуски. С выкройкой мы завершили. И вот что у нас получилось. 2 центральные части, 2 боковины, 2 ручки и 1 дно. Начинаем работать с первой пары джинсов. Первая пара джинсов у меня такие ненужные джинсы, лежат, пылятся. Долго не знала, как их применить. И вот пришла такая идея приспособить их для сумки. Берем центральную часть и вот как раз устанавливаем там, где у нас штанина, внизу. Так, чтобы она у нас проходила. У меня проходит очень-очень даже хорошо. Я ее должна обвести. И потом я должна задать припуск ровно 1 сантиметр. Все это сделаем по периметру. Так, ну скажем, одна деталька у нас будет вот здесь. Сейчас я ее так обозначу, а потом линеечкой уже четкий край проведу. И не забуду задать припуск 1 сантиметр. Вот, скажем, у меня уже получился. То же самое я должна перенести на другую штанину. Вот так, я это делаю все сзади. Потому что сзади более широкая часть штанин, и у меня очень-очень хорошо проходит. Так, где моя линейка? Вот моя линейка, сейчас я буду обводить. Здесь то же самое. Ну и припуск 1 сантиметр. Очень важно, потому что припуск должен быть точно отмерен. Вообще при изготовлении любой вещи, сумки в том числе, точность она должна быть максимальная, чтобы все детали потом состыковались правильно. Если мы вот говорим сантиметр, значит он должен быть ровно сантиметр. Ну вот в принципе у меня все готово. То же самое проделываем и с другой штанины. Я уже наметила, где она у меня будет. Также обвожу и даю припуск 1 сантиметр. Поехали. Здесь мы тоже все очертили, наши припуски мы задали. Давайте сразу по ходу пьесы вырезать наши детали, чтобы видеть в дальнейшем, что у нас остается. Мы вырезали наши центральные части сумочки. Вот что у меня получилось. Абсолютно 2 ровные детальки. Я их убираю пока в сторону. И начинаю работать с боковиной. К сожалению, здесь, как я вижу, она у меня не уместится никоим образом. Конечно, можно было бы отпороть карман, но, по идее, я этого делать не хочу. Потом вы поймете, почему. Давайте работать теперь с передней частью наших джинс. Переворачиваем вот таким образом. И будем пытаться уместить их уже на наших передних половинках. Каким образом я это буду делать? Я, наверное, это буду делать вот так. Вот здесь у меня очень-очень даже хорошо проходит с моим припуском 1 сантиметр. Все тютелька в тютельку. Ну, будем обводить с одной и с другой стороны, давать припуск сантиметр и опять вырезаем. Мы обрисовали 2 наши боковины. Теперь давайте их вырезать по нашим припускам.
С нашими боковинами тоже закончили. Убираем их в сторону, они сейчас нам не нужны. Давайте смотреть, что у нас осталось. У нас осталась вот такая часть штанины спереди, и сзади кое-что тоже осталось. Следующий наш этап, давайте смотреть, куда мы будем умещать наши ручки. Ручки не умещаются, а это значит, мы должны их сделать со швом посередине. Тоже можно, но в этом случае зададим припуск на стачивание. Умещаем наши детальки, обводим, даем припуск сантиметр с каждой стороны, то есть вокруг это все у нас будет, и обводим. Давайте выполнять. Из-за того, что ручки мы не можем сделать цельными, они у нас не умещаются, мы делаем эти детали в половину, значит, у нас должно получиться 4 детальки. У меня уместилось на одной штанине только 3, и другую, 4-ю деталь я перенесла на другую штанину. Задала припуск 1 сантиметр, и как раз сюда я могу поставить дно. Тоже таким образом я его обвожу, даю припуск 1 сантиметр, и уже могу все это смело вырезать. Вот что у нас получилось в результате кроя наших первых джинс. Вот такие у нас 2 бачка, 2 центральные части нашей сумки, дно и 4 детали наших ручек. А теперь давайте перейдем к другой паре джинсов и тоже их изрежем вдоль и поперек. С другими джинсами происходит следующая ситуация. Они у меня намного уже, чем предыдущие. Поэтому мне нужно применить свою фантазию. Вы сделаете то же самое, каждый применяет свою фантазию и выкраивает креативные детали. То есть то, что мы вырезали из первых джинс, это мы будем использовать в качестве выкройки. Припуски у нас уже здесь есть. В моем случае из таких узеньких джинс у меня вообще детали совершенно не проходят, но их можно полностью трансформировать, где-то перекроить, где-то их подрезать, что-то распороть. Чем я и займусь. Моя задача сохранить вот этот карман хотя бы. Здесь у меня есть клякса, которая никогда не отстиралась. Здесь у меня где-то тоже есть клякса. Вот эти моменты я избегу, ну а все остальное я просто буду заключать в своей работе. Для начала я отпарю полностью весь поясок, распарю боковой шов. Вот этот шов, он очень красивый, я его, конечно же, буду использовать. Тем самым у меня будут распорты вот эти 2 боковых шва для начала, а потом я уже буду состыковывать. Приступим. После распорки джинс вот что у меня получилось. Вот такая одна деталь, шов я сохранила. И вот точно такая же другая деталь, плюс поясок. Поясок я использовать не буду. Ну и можно уже размещать на том, что есть, нашу выкройку. Ну давайте займемся. Вот этот карманчик я очень хотела сохранить. Мне он очень нравится. Поэтому я хочу, чтобы он у меня был на центральной части сумочки. Прикладываю свою деталь, она у меня тютелька в тютельку заходит. Продвигаемся дальше. Боковиночка. Боковиночка у меня будет вот с таким швом посередине. То есть я его поставлю вот так. Дальше ручка. Одна деталька тоже сюда заходит. Очень хорошо. Другая деталька тоже заходит классно. Ну вот, скажем, мое дно, куда его поставить? Здесь у меня клякса. Поставлю я на другую часть, там, где у меня нет кляксы. У меня такие креативные здесь кляксы моего сына, и приходится приспосабливаться. Ну, теперь давайте обведем все это. И уже будем вырезать сначала вот эту часть, и потом передвинемся к другой половинке. Давайте делать. Свои детали я обрисовала, и получается, что на детали бачка у меня по шву самих штанин вот такой прогиб идет, изгиб, и мне необходимо будет в дальнейшем его выпрямить. То есть я здесь небольшой участочек подпарю и снова пройду строчками. Вот этот излишек я уберу в шов. Ну, в принципе, можно вырезать. Давайте резать. Разместим нашу выкройку на другой штанине.
В этом случае я хочу вот этот карман использовать для центральной части, поэтому накладываю свою уже вырезанную деталь. Все проходит тоже очень-очень хорошо. Возьму фрагмент кокетки, мне он тоже очень понравился. Все проходит, двигаемся дальше. Бачок точно так же, как и в предыдущем нашем крое, для половинки предыдущей. Так, накладываем здесь, я тоже буду выпрямлять наши ручки. Вот они сюда заходят, другая сюда идет. Ну, скажем, дно, вот здесь почище место. Вот я сюда ее как раз так вот и поставлю. Обводим, вырезаем. Второй комплект деталей у нас готов. У нас имеется две центральные части нашей сумки, две наших боковины и то же самое 4 детали нашей ручки и плюс одно дно. Давайте сейчас займемся нашим флизелином и заново построим выкройку. При помощи линейки обводить мы в этом случае не будем, потому что займет это намного больше времени. Итак, начнем с деталей бочков. Мы помним, что это было 40 сантиметров вниз, 20 сантиметров ширина. Внизу то же самое отмечаем. Так же, как мы делали с нашим флизофлексом. Вот так вот. Потом 5 сантиметров отходим. С этой стороны тоже мы 5 отошли. Вниз спустились на 5 сантиметров. У меня как раз вот тютелька в тютельку. Очень здорово. Ну и замыкаем уже наши линии. Припуск дадим только 0,5 сантиметров по нашему уголку. То есть это наше начало дна. А припуск даем для того, чтобы как раз это у нас все зашло под строчку. Чтобы в дальнейшем у нас ничего не отклеилось. Здесь, ну и здесь то же самое. 0,5 будет достаточно. Можно даже сделать и поменьше. Значит, мы уже имеем здесь две детали. Ткань я сложила флизелин вдвойне. Делаю все это на гладкой стороне. Клеющая сторона у меня внизу. Второй бачок то же самое. Это идет 20 сантиметров. Тот же принцип. Здесь 40. Просто продолжаем. Давайте продолжим сразу на 20, потому что все у нас это рядом. Здесь мы идем 5 сантиметров. Здесь мы тоже идем 5 сантиметров. Вниз опускаем 5 сантиметров. Точно такой же припуск мы даем по нашему уголку. Ну и вот так. Как-то это у нас все смотрится. То есть здесь у меня уже 4 детали. Получается, что на каждую джинсовую деталь у нас идет персональный слой флизелин. Делаем, здесь замыкаем. С бачками мы закончили. Припуски мы сказали, что здесь не делаем. Центральная часть у нас тоже 20 сантиметров. 40 сантиметров в длину. Продолжаем все. Отмечаем 20 сантиметров. Замыкаем. Еще один раз то же самое. Теперь что у нас остается? У нас остается две ручки по 60 сантиметров каждая. У нас была на 3 сантиметра. Ну, как раз вот отсюда можно начинать. 3 сантиметра. Продлеваем. Так, это будет 40 здесь, 20 сюда, 60 сантиметров. Так, и у нас остается два дна. Одно у нас дно, значит, 20 сантиметров сюда. И 20, конечно же, для другой детальки. По 10 сантиметров высота каждого дна. Все это замыкаем. Вот таким вот образом. Ну и можно уже вырезать. Давайте резать.
С раскроем флизелина мы закончили. У нас получилось все детали по 4. 2 дна и 2 ручки. Давайте начнем с наших деталей ручек. Ручки у меня цельными не получилось. Каждая ручка будет состоять из 2 деталей. Давайте их между собой стачаем строчкой на сантиметр и разутюжим швы. Детали ручек мы соединили. Теперь давайте наискосок срежем излишек припуска. Вот таким вот образом с каждой стороны. Максимально мы должны сократить толщину на стыках, потому что стыков получится немало. После этого накладываем клеющей стороной наш флизелин и очень-очень хорошо приутюживаем его, тем самым мы его проклеим. И то же самое мы будем делать с каждой деталью. Давайте сначала сделаем ручки, а потом я вам объясню, как делать остальные детали. Детали флизелина для каждой ручки должно быть по одной, то есть 4 детали. Я вырезала всего лишь 2, забыла остальные 2 вырезать. Теперь докраиваю. Это то же самое 3 сантиметра делаю. Вот так вот. В таком количестве деталей я просто сама запуталась. Ну ничего. Ручки свои уже я продублировала. Они у меня уплотнились, стали такими относительно жесткими. Теперь то же самое нужно сделать с каждой деталью. Накладываем наш флизелин клеющей стороной внутрь. Он у нас без припуска. У вас должен остаться свободный сантиметр с каждой стороны. И начинаем клеить при помощи утюга. Мы усилили при помощи флизелина каждую деталь нашей сумочки. И сейчас давайте работать с центральными частями сумки. Это цельные детали, без всяких уголков. У нас имеется дно. И то же самое и с другой парой джинс, из темной. Давайте сначала соединим по дну. Для этого уравняем, сделаем строчку на 1 сантиметр и разутюжим швы. Соединяем все 4 шва. После того, как центральные детали сумки соединены с нашим дном, давайте высечем наши уголки. Делаем это по диагонали с одной и с другой стороны. Ну вот что у меня получилось. Это у меня одна часть сумки, а это у меня вот такая вот другая часть сумки. Продолжаем высекать. Переходим к нашим ручкам. Ручки у нас уже продублированы. Теперь давайте наш припуск заутюжим таким образом на наш флизелин на 1 сантиметр. Вот что у меня получилось после приутюжки. Одна и другая деталька. После того, как вы это сделаете, наш флизофлекс необходимо отсоединить. Очень просто отсоединяется нашу бумажку. Вот эту паутинку накладываем теперь между, сначала на одну сторону, таким образом. Потом очень-очень аккуратно накладываем, уравняв по центру, другую ручку. И при помощи утюга склеиваем, то есть фиксируем вот эти 2 детали. Давайте сделаем. После того, как мы склеили обе детали нашей ручки при помощи флизофлекса и утюга, необходимо выполнить строчку, она у нас будет отделочная, на 2 мм. Делаем это в один прием. Одну и другую ручку. Вот у нас получились такие классные, жесткие двухсторонние ручки. Теперь нам нужно их соединить с сумкой. Давайте их соединим цвет к цвету. Работаем сначала с одной частью этой сумочки. Отложим вправо и влево по 1,5 сантиметрика от нашей линии припуска с одной и с другой стороны. Закрепим все это иголочками и проложим строчку на 0,5. Делаем это с одной и с другой стороны, то есть одну и другую ручку. Давайте делать. Наши ручки готовы, мы их соединили с нашей центральной частью сумки. Теперь наша задача соединить наши молнии с сумкой. Для этого я их расстегнула, буду соединять ту сторону, которая у меня с бегунком. Ставлю таким образом, чтобы отступить на линию припуска, то есть это 1 сантиметр.
Мой бегунок смотрит к лицевой стороне моей сумочки и делаем строчку стачивания на 0,5. Делаем это с двух сторон. Наши молнии мы только что притачали строчкой на 0,5. Бегунки смотрят к центру. Теперь необходимо заутюжить наши припуски с молниями на 1 сантиметр. Мы помним, что мы оставляли 1 сантиметр. Это такая у нас была величина припуска с изнаночной стороны. Перегибаем на 1 сантиметр и приутюживаем припуски. Только что мы приутюжили наши припуски. С изнаночной стороны это смотрится вот так. Там, где мы притачивали наши ручки, мы тоже заутюжили внутрь этот припуск. С лицевой стороны вот что у нас получилось. Все очень-очень даже красиво. Теперь по тому же принципу делаем вторую деталь. Заутюживаем припуск на 1 сантиметр со всех 4 сторон. Далее переворачиваем на изнаночную сторону нашу центральную часть и берем наши детали флизофлекса. Это те детали, на которых мы делали выкройку, собственно. Накладываем их таким образом, отсоединив ткань. Очень легко это делается. Вот таким образом. Принцип работы как с паутинкой. После того, как вы это все сделали, вы должны другую деталь наложить на детали флизофлекса и при помощи утюга как раз склеить. Вот и все. Давайте посмотрим, что же у нас получилось после склеивания деталей. Одна сторона у нас вот такая, а другая сторона у нас вот такая. Теперь давайте все это закрепим отделочной строчкой на 2 мм в один прием. Все делаем сразу. После отстрочки вот что у нас получилось. Это одна у нас сторона сумочки. Вот она у нас другая сторона сумочки. И вот у нас еще одна сторона сумочки. Мне уже очень-очень все это нравится. Наша центральная часть сумки закончена полностью. Давайте теперь приступать к нашим боковинам. Мы имеем 4 детали боковины. Надо каждую деталь обтачать по уголку. Делаем это строчкой на 0,5. После этого высекаем под углом наш припуск и разутюживаем. Делаем это на каждой детали с двух сторон. Мы стачали каждый уголок на всех деталях. Давайте теперь рассекать его, а после этого можно разутюживать. Вот таким образом. Все очень-очень просто. Делаем это на всех деталях. После того, как мы обработали каждую деталь наших боковин, обтачали и разутюжили припуски, самое время притачать вторую часть молнии к нашим боковинам. Что мы делаем дальше? Закрываем наши молнии. Вот таким вот образом, одну и другую. После того, как мы закрыли, мы видим, где у нас идет строчка нашего дна. Давайте сделаем засечки. Таким вот образом, с одной и с другой стороны я переворачиваю. Все, после этого я опять раскрываю свою молнию. Ну, сначала одну я раскрыла, и теперь я должна наложить зубчиками к центру вот эту молнию. Должна иголками уравнять засечку дна с моей деталью. В процессе она у меня должна состыковаться. Я буду выполнять строчку на 0,5, так же, как мы выполняли для центральной части сумочки. Уравниваем к нашему верху. Здесь у нас был припуск 1 сантиметр, мы помним. На величину припуска мы спустились. И прокладываем строчку на 0,5. Давайте выполнять с одной и с другой стороны. После того, как мы притачали вторую половину молнии, давайте застегнем нашу сумку. Я уже это сделала, чтобы проверить, все ли у нас состыковалось. То есть по дну у нас должно состыковаться, по верху тоже. Здесь то же самое, дно с дном должно сойтись, и получается вот что-то такое. Но еще мы на полпути к завершению.
Расстегиваем и продолжаем работать дальше. Теперь давайте заутюживать наш припуск. Для этого перегнем его на 1 сантиметр, так же, как мы делали с центральной частью нашей сумочки. И заутюжим на 1 сантиметр. Плюс заутюживаем и другой наш свободный припуск. Делаем это с каждой деталью. После того, как мы заутюжили припуски на каждой детали боковины, приступаем к самому критическому, я бы сказала, моменту. Это склеивание двух деталей. Берем нашу боковину флизофлекса, расклеиваем, накладываем очень-очень аккуратно. И при помощи утюга вот это все мы должны склеить. Не торопимся, все должно очень хорошо у нас совместиться. Можно, конечно же, для фиксации все это вот так вот немножечко иголочками пройтись. И по ходу пьесы, когда вы будете все это утюжить, иголочки просто снимать. Все должны очень-очень-очень-очень-очень хорошо проклеить. После того, как мы склеили обе детали наших боковин, выполняем отделочную строчку на 2 мм с одной и с другой стороны. После того, как мы отстрочили две наши боковины, наша сумка полностью завершена. А теперь давайте посмотрим, что же мы такого нашили. Закроем наши замочки. У нас двухсторонний бегунок. Очень удобно работать. Одну сторону мы закрыли. Теперь давайте закроем другую сторону. Вот мы и собрали нашу сумку. Первый вариант у нас такой сдержанный, очень спокойный, но в то же время очень-очень даже красивый. Внутренние карманы, они у нас сейчас внутри. Можно складывать все, что мы хотим, любые мелочи. А теперь давайте вывернем на другую сторону, посмотрим, как она выглядит с другой стороны. Давайте сделаем. А с другой стороны наша сумка выглядит абсолютно по-другому. Все карманы теперь у нас с лицевой стороны. Можно ставить все, что захотим. Вот такой интересный уличный вариант. Можно и так носить, а можно и с другой стороны вот так носить. Все будет здорово. Теперь давайте расстегнем и поменяем все стороны. А здесь у нас получился вот такой вариант. Сумка опять же поменялась и смотрится она просто неповторимо. С другой стороны она смотрится вот так. Кармашки у меня теперь по центру располагаются. Но уже сочетание цветов совсем другое. Мне тоже очень даже нравится. А теперь опять вывернем сумку и увидим совсем другой вид. А с этой стороны она выглядит вот так, тоже очень-очень даже здорово, мне нравится. Даже не знаю, какая сторона мне нравится больше, но я знаю, что всегда ее буду менять и носить по настроению. Такая сумка подойдет для шопинга, очень будет удобна для походов на пляж, а также в отпуске она просто будет незаменима. Причем, меняя детали местами, вы всегда получите новый оригинальный вариант вашей той же сумочки. По-моему, получилось практично и очень оригинально. Давайте подведем итоги. Сегодня мы научились шить замечательную сумку-трансформер на все случаи жизни. Тот, кто еще не подписался, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, делитесь впечатлениями. Не забывайте нажимать на колокольчик, который находится рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы не пропустить вновь выходящие видео. Всем пока! Je vous le promets, j'ai gagné. Tant pis, c'est bien fait, vous êtes de mon jouet. À présent, ce ne
faire, je vais t'assurer.